далеком советском детстве, на заре увлечения бонистикой, дореволюционные финские банкноты вызывали у меня огромнейший интерес. Русские слова в старорежимном написании с твердыми знаками на конце соседствовали с непонятными иностранными, и все это манило тайной полузабытого и полузапретного имперского прошлого. К тому же это была страшная редкость. Ибо границы закрыты, интернет не изобрели, и не то что достать, а хотя бы просто увидеть, это надо было еще постараться. Купюры первых лет независимой Финляндии встречались чаще, но вот равнодушными в то пуританское время уж точно не оставляли никого и никогда. Кстати, вот уже второй год специальная комиссия колдует над новым дизайном евро. А ведь можно было бы просто повторить рисунок финских банкнот столетней давности. Вряд ли что-то более наглядно бы отражало текущее положение дел в Европе, да и не только там. Так что старые финские банкноты интересны со многих точек зрения. Тут и события истории, причем в первую очередь нашей, и оригинальные художественные решения. До присоединения среднеазиатских ханств в Российской империи только у двух подвластных территорий были свои бумажные денежные знаки. Царство Польское и Великое княжество Финляндское. Среди коллекционеров нет единого мнения, относить ли их банкноты к империи, хотя, казалось бы, двуглавый российский орел не должен был оставлять простора для спора. Банковские билеты Великого княжества Финляндского следует рассматривать в сопоставлении с банкнотами Российской империи. Все-таки 50 лет из 100 нашей общей истории они обращались вместе на равных. Их появление, достоинство и внешний облик определялись важными историческими событиями. По ним, как по карте, можно легко проследить весь путь развития отношений, установить, в какой момент возникли развилки, и понять, почему же все сложилось именно так, а не иначе. Финляндия вошла в состав Российской империи в 1809 году по итогам войны со Швецией. Война стала следствием Тильзитского мира, который русский император Александр I был вынужден заключить с Наполеоном Бонапартом 25 июня 1807 года. Этот временный мир с французами привел к временной войне с англичанами, союзниками которых выступили шведы. В результате англичане захватили несколько русских кораблей, которые потом вернули России после восстановления отношений, а вот шведы лишились Финляндии навсегда. Для того, чтобы почти сплошь этнически шведская тогдашняя элита Финляндии не стремилась вернуться к прежней метрополии, Александр I предложил такие условия мира, что само поражение в войне оказалось для них выгоднее победы. Финны, назовем их так, получили собственное национальное государство, связанное с Российской империей только общим государем. После проигранной войны территория побежденных не уменьшилась, а напротив увеличилась. В 1811 году Александр I присоединил к Великому княжеству Финляндскому все бывшие финские земли, завоеванные в прежних русско-шведских войнах, так называемую Старую Финляндию, вместе с губернским городом Выборгом. Бывшая шведская провинция получила автономию на грани суверенитета. Своя правовая система, свое законодательное собрание, свои армия, полиция, таможня и почта, свой государственный язык, свое отдельное гражданство, которое другие жители империи не могли получить без высочайшего разрешения, свой календарь, своя религия и ограничения прав представителей других конфессий, свой банк и своя финансовая система. Финны не платили налогов в русскую казну и не поставляли рекрутов в русскую армию. Такими льготами, которых не получал в мире ни один поверженный народ, удалось купить почти безупречную лояльность финнов и финских шведов по отношению к русским монархам на несколько десятков лет. Вклад России в становление развития Финляндии, которая за 100 лет из полупустынного захолустного края превратилась в экономически развитую населенную страну, всегда был и, скорее всего, останется предметом яростных идеологических дискуссий. Но один факт неоспорим. Собственные бумажные деньги Финляндии появились благодаря Российской империи. Впрочем, можно даже сказать, что в принципе бумажные деньги в Финляндии появились не без российского участия, хотя и не прямого. В 1790 году очередная русско-шведская война, как водится, привела к нехватке серебряной монеты, и военный комиссариат выпустил в Порво временные билеты за подписью генерала Пер Георга Фаннехильма в 12 номиналах от 8 скиллингов до 2 риксдаллеров, которые были отпечатаны в типографии университета Турку. Это были шведские денежные знаки, но предназначались только для Финляндии. Тогда же по тем же причинам в Гельсингфорсе, то есть в Хельсинки, свои билеты выпустил подполковник Карл Фредерик Фолкноринг, а в Северной Карелии, в Юхкале, в мае 1790 года появились бумажки от губернатора края Симона Вильгельма Карпелана. Финляндия отставала в развитии от Швеции, и первый частный банк возник здесь всего лишь за 4 года до присоединения к Российской империи.
а государственной только через 2 года после. Так что первые общенациональные государственные банкноты появились по воле царя-благодетеля Александра I. Денежная единица была определена еще до окончания боевых действий весной 1809 года на заседании Сейма в городе Борга, то есть Порва. Там были озвучены и приняты представителями финских сословий и земель основные условия присоединения к Российской империи. Большинство проголосовало за российский рубль, который был официально провозглашен национальной денежной единицей Финляндии 29 декабря 1809 года. По императорскому указу 12 декабря 1811 года в Турку, превращенном в новую столицу нового княжества, был учрежден Государственный банк Финляндии, подконтрольный правительственному совету, который в 1816 был преобразован в Сенат. Устав банка предусматривал выпуск денежных знаков, которые можно назвать банкнотами только с некоторой долей натяжки. Это были билеты, призванные парировать временную нехватку серебряной монеты, поэтому и номиналы были соответствующими – 20, 50 и 75 копеек. Эти билеты, все одинакового размера, обеспечивались не серебром, а запасом русских ассигнаций. Дизайн предложил товарищ министр финансов, а позже министр финансов княжества, профессор медицины, известный хирург Габриэль Эрик фон Хартман. Он был председателем учетной конторы, первого частного банка, учрежденного в Турку в 1805 году, который перед самой войной, в 1807, успел выпустить свои ассигнации, 3% облигации, отпечатанные в типографии университета Турку. Вот с тех ассигнаций своего частного банка Хартман и перенес на новые государственные билеты характерный отличительный признак – темный овал, в который помещены белые цифры номинала. Сегодня без подсказки не понять, но это был элемент защиты от подделки, нарисованный от руки. На русских ассигнациях он тоже применялся, только сумма на темном фоне была указана прописью, как слово сказать и на американских долларах. Печатали новые билеты с августа 1812 года все в той же типографии университета Турку, которая принадлежала Йогану Кристоферу Френкелю, с использованием матриц учетной конторы, но печати для тиснения были заказаны в Санкт-Петербурге. После передачи в состав княжества Старой Финляндии и распространения на нее законов, ущемлявших права православных, русское население массово переселялось в Россию, остались только военные. В Эксгольме, например, к 1812 году проживало уже всего лишь 1500 человек. За всем необходимым надо было посылать в Санкт-Петербург. Большинство городского и грамотного населения составляли шведы, финны проживали в деревнях, поэтому основной текст с обещанием возмещения держателю билета указанной суммы ассигнациями Императорского государственного банка был адресован прежде всего шведам и изложен на шведском языке. На финском и на русском указано только достоинство билета. Этого было достаточно. Серийные номера и подпись управляющего и кассира ставились, естественно, вручную чернилами. Первые билеты изготавливались из обычной пищей бумаги. Только с 1817 года мануфактура Ларса Густава Лефрена в Тампере, Таммерфорсе, стала снабжать банк специальной бумагой с водяными знаками из букв W и C. Вексель-контор, то есть обменная контора. Размеры финских ассигнаций могли различаться в пределах 5 мм. В 1817 году банк сменил название с обменной конторы на обменный банк, а в 1819 переехал из Турку в новую столицу княжества, расположенную поближе к имперской – Гельсингфорс, как тогда на шведский манер именовались Хельсинки. Но текст на ассигнациях оставался прежним до 1821 года, пока не был израсходован имевшийся задел банкнот. В Российской империи самой мелкой купюрой была ассигнация в 5 рублей, при этом бумажные деньги были главным платежным средством, а монеты – вспомогательным. Поэтому в Финляндии явно требовались банкноты номиналом повыше, чем 75 копеек. И по высочайшему указу от 19 июня 1819 года Финляндский банк получил право выпуска билетов в 1, 2 и 4 рубля. Так что первый бумажный рубль появился в Финляндии, причем на четверть века раньше, чем в России. В этом же году в Российской империи поступили в обращение ассигнации нового образца. Они выглядят простенькими, но для своего времени были вполне передовыми, тогда как финские производились по технологиям давно ушедшего XVIII века. Первые билеты были без водяных знаков, но с 1820 года бумагу стали закупать на Александровской мануфактуре в Санкт-Петербурге с водяным знаком, состоящим из наименования банка на шведском языке и даты. Примитивность первых билетов оборачивалась простотой их подделки, и фальшивки стали настоящим бедствием. Требовалось перейти на гравировальный метод по образцу новых русских ассигнаций и усложнить защиту. Указом от 26 октября 1822 года
Был утвержден дизайн новых билетов в 1 и 2 рубля. Четырехрублевик был отменен, видимо потому, что было достаточно русской пятерки. Впервые на русских и на финских билетах появился двуглавый российский орел. Вот это черно-белое, довольно простецкое изделие оказалось для промышленности Финляндии еще слишком сложным. Поэтому ассигнации этого типа заказывались в Санкт-Петербурге у русских немцев. Бумагу с водяными знаками поставлял владелец частной типографии Кристиан Кюнер, а государственные служащие Фредерик Нейер и Йоган Дерекер изготовили штампы и наладили печать. За этот трудовой подвиг все трое были награждены драгоценными перстнями от имени самого императора. Через 2 года, с 8 декабря 1824 в Санкт-Петербург было перенесено и производство ассигнаций в 20, 50 и 75 копеек. Великое княжество Финляндское выпускало только свои бумажные деньги. Производство монет еще не было дозволено. Не в обиду финнам будет сказано, но край оставался еще захолустным, сереньким и невзрачным, как ассигнации тех лет. Получив назначение на должность финляндского генерал-губернатора в конце августа 1823 года, герой наполеоновских войн генерал Арсений Андреевич Закревский даже посчитал, что попал у царя в немилость и отправляется в ссылку. Финские ассигнации всего лишь дополняли русские, которые свободно обращались на территорию княжества. То, что финские банкноты обеспечивались русскими бумажными же деньгами, а не серебром, не делало их какими-то ущербными. Многие представляют себе отечественные ассигнации какой-то ничего не стоящей инфляционной бумажной массой. Но в действительности дело обстояло совсем не так. Они стоили, конечно, меньше, чем равная сумма в серебряной монете, однако обменный курс был пусть и маленький, но стабильный. Только в 1810 году континентальная блокада Англии привела к резкому падению курса русских ассигнаций на 25%, но в дальнейшем он практически не колебался, несмотря на новые эмиссии наполеоновские фальшивки. Бумажного пузыря не возникло, ибо даже во время войны серебряная монета не исчезала из обращения. Напротив, ее даже становилось больше. В 1809 году, на момент образования Великого княжества Финляндского, Российская империя обращалась с ассигнацией на 237 миллионов рублей, а в 1812 году всего на 166 миллионов. То есть бумажная масса не росла, а даже сокращалась. Правительство активно чеканило монету с драгоценных металлов. В течение 10 лет, с 1814 по 1824, Россия имела положительный торговый баланс, и запас золотых и серебряных монет прирастал еще за счет ввоза иностранных, в среднем на 1 миллион рублей ежегодно. В это же время проводилась реформа министра финансов графа Дмитрия Александровича Гурьева, которая позволила значительно сократить количество ассигнаций в обращении за счет их обмена на процентные ценные бумаги. Так что в годы царствования Александра Благословенного и в начале правления государя Николая Павловича у финнов к русским деньгам особых претензий не было. Однако даже спустя 15 лет пребывания Финляндии в составе Российской империи в обращении там по-прежнему находились шведские талеры, и меньше их не становилось, ибо финский экспорт в Швецию превышал импорт из нее. Кроме того, многие были заинтересованы в сохранении оборота риксдалеров, ибо до проведения Швеции денежной реформы в 1834 году стоимость шведских денег все время снижалась, но в Финляндии этот процесс шел медленнее, чем в самой Швеции, что позволяло зарабатывать на разнице курсов обмена. Власти неоднократно пытались запретить обращение шведских ассигнаций монет, но даже государственные служащие меняли часть своего жалования на риксдалеры, которые порой даже были предпочтительнее российских рублей. Поэтому первые 30 лет российского правления Финляндии параллельно и фактически на равных существовали 3 вида платежных средств: финские ассигнации, русские ассигнации монеты и шведские банкноты и монеты. Среди серебряных монет преобладали русские рубли всех царей и цариц, начиная с Петра Великого. Хотя богачи копили в кубышках красивого риксдалера Густава III. Среди медиков большинство составляли шведские. Между монетами и денежными единицами устанавливались стихийные и непостоянные курсы обмена. Поэтому цены вроде 40 скиллингов рублями или 2 талера 75 копеек были вполне в порядке вещей. Денежное обращение требовалось привести к единому стандарту. 1 июля 1839 года стартовала знаменитая реформа министра финансов Егора Францевича Конкрина. Денежной единицей устанавливался серебряный рубль. Все операции расчеты выполнялись в серебряных рублях. Вес медных монет был изменен для уравнения по покупательской способности серебряными. Предстояло решить вопрос с бумажными деньгами. 1 рублю серебром соответствовали 3,5 рубля ассигнациями, которые следовало поэтапно вывести из обращения и заменить на билеты нового образца, которые ходили бы наравне с серебряной монетой. Для обеспечения новых бумажных денег при Государственном коммерческом банке была учреждена депозитная касса,
Капитал, который в драгоценных металлах не мог задействоваться в операциях и хранился отдельно от других денежных средств банка. На сумму вклада в депозитную кассу выдавались депозитные билеты. Поскольку денежной единицей Великого княжества Финляндского был российский рубль, то реформа просто не могла пройти стороной. Ее проводил Ларс Габриэль фон Хартман, сын того Габриэля Эрика фон Хартмана, автора первых ассигнаций княжества. По указу 21 апреля 1840 года в обращение вводились билеты нового типа. Это были аналоги российских депозитных билетов. Изготавливались они в Санкт-Петербурге экспедицией заготовления государственных ценных бумаг с применением машинного гильоширования. Клише изготовил гравер Иоганн Мюллер. Билеты Финляндского банка были выполнены похожими на вышедшие в том же году билеты депозитной кассы Государственного коммерческого банка. Они тоже были двусторонними и в связи с появлением фотографии цветными. Это усложняло подделку. У них такое же расположение номиналов и года выпуска по углам, похожий рисунок гильошей. И цвета были такими же, как у российских депозитных билетов. В 30-е годы XIX века в Финляндии начинается подъем национального самосознания, что нашло свое отражение в деньгах. Поэтому полный текст обязательств банка и описание наказания за подделку впервые появился на финском языке. И нельзя не заметить, что финские купюры уже не дополняли набор номиналов российских банкнот, а повторяли, хотя русские билеты по-прежнему имели в княжестве тот же статус, что и финские. В финской серии образца 1840 года были билеты в 3, 5, 10 и 25 рублей. Более крупные номиналы не предусматривались, кому надо, могли воспользоваться российскими билетами. Финнам же не хватало мелочевки, причем специфичной. Цены в Финляндии традиционно строились на шведских денежных единицах, и в пересчете на русские требовались необычные номиналы в 6, 9 и 12 копеек. Было даже подано прошение о предоставлении финляндскому банку права чеканки серебряных монеток такого достоинства, но в Санкт-Петербурге отказали. Депозитные билеты были не лучшим ходом со стороны государства, поскольку они не приносили никакой выгоды. Это были квитанции на внесенное серебро, которое должно было лежать в банке и не могло быть задействовано в операциях. Выпустить таких билетов можно было строго на сумму внесенного серебра, которое оставалось к тому же замороженным. И в том же 1840 году, едва их успели ввести в обращение, случился страшный неурожай, на ликвидацию последствий которого срочно потребовались деньги. В большем объеме, чем имелось в наличии. В результате в России ассигнации старого образца выпускались аж до середины 1843 года, когда на смену им и депозитным билетам были введены государственные кредитные билеты, которые формально разменивались на серебро и золото свободно и без ограничений, но фактически были обеспечены драгметаллами только на 1/6 часть. Российские кредитные билеты представляли собой новый тип денежных знаков с новым дизайном, который сохранится до середины 1860-х годов. Их изготавливали в типографии экспедиции заготовления государственных бумаг от имени экспедиции кредитных билетов, созданной при Министерстве финансов. А вот в Финляндии менять дизайн не стали и продолжили использовать некогда депозитные билеты в качестве кредитных. Эти банкноты с водяным знаком из надписи по-шведски «депозитный билет» производились без изменений по 1862 год, несмотря на ввод новой денежной единицы в 1860-м. В Финляндии вообще время текло неторопливо, без потрясений и ярких событий, на которые была богата жизнь в империи. Восстание декабристов, польский мятеж, войны с Персией и Турцией, покорение Кавказа, венгерская кампания – все это Финляндии не касалось. Здесь не было крепостного права, и с первого дня основания имелся свой протопарламент – Сейм. Так что весна народов и российский тургеневский конфликт отцов и детей – все это тоже прошло стороной. Страна богатела, население увеличилось втрое, уровень жизни стал заметно выше, чем в остальной империи. И в это время император Всероссийский Николай I начинает новую войну, которая, в отличие от прежних, придет к самым границам Великого княжества Финляндского. Хотели отобрать у турок Константинополь, а в итоге обороняли от англичан и французов Севастополь. Крымская война стала проверкой на лояльность финских подданных русскому царю. 2 лета подряд, в 1854 и 1855, англо-французская эскадра подходила к финским берегам, обстреливая каждый маломальски значимый населенный пункт, захватывая торговые суда и высаживая десанты, которые взрывали береговые укрепления, сжигали портовые сооружения, мастерские склады вместе с товаром. Были уничтожены крепости Бомарсунд, Свардхольм и Роченсальм. Крепость Гангут была взорвана отступившим русским гарнизоном. Мощному обстрелу подверглась крепость Свеаборг, были даже уничтожены береговые форты столицы княжества Гельсинфорса. Англичане рассчитывали, что в Финляндии вспыхнет восстание,
Но финские обыватели, напротив, активно содействовали обороне от неприятеля. 26 мая 1854 года порядка 100 вооруженных горожан Королебю вместе с двумя ротами 12-го финляндского линейного батальона при двух орудиях успешно отразили британский десант. Однако в большинстве случаев бюргеры, не имевшие артиллерии, не могли помешать англо-французским кораблям превращать в щебень порты и прибрежные постройки своих городов, но оказывали сопротивление в меру имевшихся возможностей. За такое примерное поведение можно было рассчитывать на новые привилегии. А попросить-то было о чем. Военные расходы России за время Крымской войны превысили 500 миллионов рублей. Дефицит бюджета к 1857 году составил 772,5 миллиона рублей, что в 3,5 раза превышало сумму всех поступлений в казну. Решить вопрос внешними займами было проблематично, поскольку кредиты брали в Лондоне и Париже, а там просить денег было еще рановато. На последствия проигранной войны наложились мировой экономический кризис, бегство инвесторов и вывоз золота за границу. В 1859-м кризис миновал, и начался подъем, который в России привел к тяжелейшему банковскому кризису. Дело в том, что власти поддерживали серебряное обеспечение рубля, забирая средства из частных вкладов в казенных банках, благо предпринимательская активность была невысока и деньги просто копились на счетах. Экономический подъем привел к учредительной лихорадке, то есть массовому открытию новых предприятий, на что людям потребовались их деньги, а министр финансов Петр Федорович Брок еще и снизил процент по частным вкладам. За 2 года население сняло со счетов 884 миллиона рублей. Государственные банки и кредитные учреждения пришлось спасать от банкротства выпуском кредитных билетов, увеличивая тем инфляционную бумажную массу. Российские кредитные билеты свободно обращались в Финляндии наравне с финскими, 1:1. И, следовательно, все колебания курса и снижение стоимости российских денег били по финским. Доверие к бумажным деньгам снижалось, монеты придерживались населением и начинали исчезать из обращения, причем даже медные. Поэтому к 1859 году широкое распространение получили билеты мелких номиналов от различных частных предприятий. Выпуск их был незаконным, но властям приходилось закрывать на это глаза. Самыми известными из этих суррогатов стали ваучеры ткацкой фабрики Финлейсона в Тампере, которые принимались во всех магазинах города. Накопленные бумажки можно было обменять на государственные банкноты в заводской конторе. В городе Поре свои бумажные копейки печатал судовладелец Антон Бьонберг, член Императорского комитета содействия развитию финских торговли и судоходства. Во время войны все его корабли угнали англичане. И Антон занялся восстановлением морских перевозок, а заодно еще строительством механического завода и баварской пивоварни. Это было время промышленного бума, и нестабильная денежная система тормозила экономическое развитие страны. Было обидно оставаться жертвой чужих проблем, и в декабре 1859 по инициативе главы финансового ведомства Фабиана Лангенскёльда Сенат Великого княжества подал петицию императору Всероссийскому Александру II с предложением установить обращение российских бумажных денег на территории Финляндии не по их номинальной, а по рыночной стоимости, обменному курсу, который будет публиковаться Банком Финляндии в соответствии с котировками на бирже Санкт-Петербурга. В той же петиции, без особого подчеркивания, можно даже сказать между делом, указывало, что даже в обычных, благоприятных условиях рубль является слишком дорогой единицей для такого бедного княжества, как Финляндия. Предложение о биржевых котировках в Санкт-Петербурге посчитали неприемлемым, а вот идея о создании более мелкой денежной единицы для Финляндии была воспринята положительно, что стало полной неожиданностью даже для самих финнов. Император поручил Сенату подготовить соответствующий проект. В Санкт-Петербурге было известно, какое значение имеет вопрос денежного обращения для финского общества. Ответить на петицию полным категорическим отказом значило вызвать брожение. Обращение кредитных билетов по биржевому курсу всего лишь возвращало во времена ассигнаций, и после стабилизации рубля ничто бы не мешало вернуться к паритету. Собственно, этого и ожидали. Но остается только гадать, что же подвигло государя-императора Александра Николаевича пожаловать в Финляндии важнейший атрибут государственного суверенитета – собственную национальную денежную единицу. Кроме того, Финляндии было даровано право чеканки собственной серебряной монеты, в чем прежде всегда отказывали. Это был беспрецедентный случай в русской истории. Свои денежные единицы монеты были и в Грузии, и Польше, но они были унаследованы со времен их независимости и в дальнейшем ликвидированы. Чеканка грузинских абазов была прекращена в 1835 году, а польский злоты был низведен до вспомогательной единицы и доживал свои последние дни. Он будет упразднен в 1865. Молдаво-валашские левые пары можно даже не рассматривать.
Они были введены на короткое время в годы Второй русско-турецкой войны русским же военным командованием. В империи была вполне логичная тенденция к устранению всех рудиментов национальной государственности окраин. И создание национальных денег, да еще там, где их прежде не существовало, вызывает, мягко скажем, большое удивление. Категорически против этой инициативы были настроены два финляндских генерал-губернатора. Лифляндский немец Федор Федорович Берг и сменивший его на этом посту в 1861 году поляк Платон Иванович Рокоссовский. И немец и поляк прекрасно понимали, что нарушаются русские интересы. Но русский царь рассудил иначе. Видимо, в условиях ухудшавшейся обстановки в царстве польском, где скоро произойдет вооруженное восстание, Александр II рассчитывал купить лояльность финских подданных новыми уступками и обеспечить спокойствие хотя бы на севере. Финнам позволили созвать давным-давно не собиравшийся сейм, а чисто номинальная в прежнее царствование фигура статс-секретаря Великого княжества Финляндского получила возможность реально влиять на проводимую внутреннюю политику. За все эти милости Александру Николаевичу лично финны потом поставили шикарный памятник. Но потакание националистическим устремлениям не сблизило княжество с империей, а напротив только способствовало росту сепаратистских настроений. После поражения в Крымской войне Российская империя не только утратила престиж вершителя судеб Европы, но и перестала казаться надежным защитником от внешней угрозы. В плане же экономического развития она грозила превратиться в гирю на ногах из-за своей нестабильной финансовой системы. Когда-то, в 1809-м, финны просили разрешить им чеканить свои монеты в рублях и копейках с портретом Александра I, который должен был сохраняться и в следующее царствование, дабы увековечить благодарную память. Сейчас же, когда разрешение на чеканку монеты было получено, свою денежную единицу финны максимально дистанцировали от русской. Рассматривались разные варианты, в том числе и экзотические, вроде сома, по аналогии с французским франком, но была выбрана древняя мера веса, которую использовали германские племена еще в незапамятные времена – марка. Не случайно ее потом подхватят немцы, когда через 10 лет Бисмарк создаст из разрозненных княжеств Германскую империю. Марка связывала Финляндию со скандинавско-германским миром, куда она теперь и стремилась вернуться. Это качественное изменение ситуации прикрывалось как ширмой людьми, которым привыкли доверять, которые сидели на своих постах с прежних благолепных времен. К таковым в первую очередь относилось лицо, приближенное к императору, кавалер высших наград империи, орденов Андрея Первозванного, Александра Невского, действительный тайный советник и член Государственного совета Российской империи, швед Александр Густавович Арнфельд, занимавший пост статс-секретаря Великого княжества Финляндского в течение 30 лет. При Николае I он не имел никакой власти, но при Александре II ему удалось добиться смещения обоих строптивых финляндских генерал-губернаторов – и Берга, и Рокоссовского. Отец Арнфельда, шведский сановник, в свое время добровольно перешел на русскую службу. Старший брат стал прославленным боевым русским генералом. Впрочем, и сам Александр Густавович держался вполне лояльно по отношению к царям. Но служил-то он прежде всего классовым интересам национальной финской буржуазии, которая стремилась, естественно, уберечь свои накопления. А своя денежная система надежно защищала капитал от всех рисков нестабильных финансов империи. В тогдашней текущей экономической ситуации для финнов это был, пожалуй, самый правильный путь, и Арнфельд устранял с него все преграды, вплоть до губернаторов. Престарелый министр финансов Российской империи серб Александр Максимович Княжевич, назначенный на эту ответственную должность царем вопреки собственному желанию, поддержал проект выхода Финляндии из системы российского денежного обращения, не желая прикословить монарху. Он даже предупредил пытавшегося протестовать генерал-губернатора Рокоссовского, что максимум, чего тот добьется, это только собственной отставки, что и произойдет в 1865 году после вала Кляуса от Арнфельда. При определении достоинства новой единицы Банк Финляндии предложил установить марку, равной 1/4 рубля. В оправдании выбора чуждой марки приводился аргумент, что, мол, рубль – это считай, что талер, а марка до 1776 года якобы составляла 1/4 часть талера. Хотя, конечно, это не имело никакого отношения к делу. Марку выбрали просто потому, что такая единица была хорошо известна, как гривна в России. Немецкая рейхсмарка, слово сказать, равнялась трети талера, а не четверти. Сотую часть марки изначально назвали «оса», от финского слова «частица». Вариант со шведским «эры» генерал-губернатор Федор Федорович Берг даже запретил упоминать при обсуждении. В итоге выбрали нейтральное пенни. Тоже древняя единица, известная еще в Средневековье. Финляндский сенат вынес свое решение 30 марта 1860 года, и 19 апреля император подписал всемилостивейший манифест об изменении монетной единицы для Великого княжества Финляндского.
Финляндскому сенату поручалось разработать детальный план по устройству монетного двора и организации эмиссии монет и банковских билетов. А пока что финляндскому банку разрешалось выпустить медные монеты и банкноты в 1 и 3 марки. Дизайн разрешенных мелких купюр был утвержден 30 мая, а 12 июня вышел указ о выпуске в обращение монет и банкнот прочего достоинства. В соответствии с этим указом Сенат получал разрешение на чеканку серебряных монет в 1 и 2 марки 25, 50 и 75 пенни, для которых устанавливалось соответствие русским монетам. Сенат хотел печатать бумажные марки в привычных номиналах 10, 25, 50 и 100, но сменивший Берга генерал-губернатор Павел Иванович Рокоссовский настоял, чтобы финские банкноты в марках соотносились с русскими прежними финскими билетами в рублях. Привязка к рублям породила небывалое прежде значение. 12 марок равны 3 рублям, 20 марок для 5 рублей, 40 марок для 10, ну а 100 марок равнялись 25 рублям. По той же причине предложенный Сенатом номинал в 5 марок для первых переходных купюр был изменен на 3. 3 марки соответствовали 75 копейкам, тогда как 5 марок давали бы неровное число. Поскольку благодаря Рокоссовскому марки оказались по-прежнему привязаны к рублю, а значит остались все так же подвержены колебаниям его курса, проблема нестабильности, с которой все началось, решена не была. Все эти изменения в результате получили сугубо внешний и номинальный характер, но просто выпустили пар в свисток. Однако они открыли путь к будущей самостоятельности финской валюты, которая должна была рано или поздно стать реальностью. Это уже был вопрос времени. Финский министр финансов Лангескивельд скончается в июне 1863 года, так и не дождавшись решения беспокоившей его проблемы. Его преемнику Йогану Вильгельму Шнельману удастся добиться запрета на свободное обращение инфляционных российских кредитных билетов только в ноябре 1865 года. Тогда единственным законным платежным средством будут объявлены финские русские серебряные монеты. В связи с нехваткой серебра финские билеты временно принимались до 13 марта 1866 года. Билеты в 1 и 3 марки, с которых началась история банкнот в новой денежной единице, были подготовлены наспех и первоначально считались временными. Но, как обычно бывает, нет ничего более постоянного, чем временное. И эти купюры продержались довольно много лет. Последний выпуск 1 марки состоялся в 1869, а 3 марки продержались аж до ввода билетов 5 марок в 1875. Эскизы набросал в Санкт-Петербурге придворный художник-геральдист Александр Александрович Фадеев в стиле неорококо по мотивам российских кредитных билетов. Он же спроектировал все первые финские монеты. В верхней части по центру размещался тисненный двуглавый орел, который был плохо различим и со временем разглаживался. Поэтому с 1864 года смышленые финские парни рисовали орла белой краской, пока специальным указом от 9 мая 1866 года им не подсказали перейти на хорошо различимую черную. Эти банкноты печатали в Гельсингфорсе, Северич-Хельсинки, в частной типографии Финского литературного общества, пока та не обанкротилась, после чего с 1869 заказы стали размещать в новой типографии Фердинанда Тилгмана, одного из прежних владельцев разорившейся. По финскому обыкновению на банкноты шла самая разная бумага. Часть отпечатали на листах, произведенных в шведском городке Тумба, вблизи Стокгольма, и водяной знак был из слова «купон». А на другую часть тиражей пустили бумагу из финского местечка Червакоски, которая осталась от облигаций образца 1859 года. Поэтому водяной знак состоял из гигантской надписи по-шведски «Финская государственная облигация». Она тянулась через весь лист, так что на вырезанных из него купюрах можно увидеть только его фрагменты. А вот история билетов более крупного номинала весьма занимательна. Не только финнов не устраивали нестабильность и падающий курс российских кредитных билетов. В Санкт-Петербурге, естественно, тоже сознавали проблему и думали над путями решения. Бумажный рубль следовало укрепить, а кроме того, кредитные билеты образца 1843 года уже устарели, их научились неплохо подделывать. На почве общей, острой нелюбви к англичанам у Российской империи установились очень теплые отношения с Соединенными Штатами Америки. Экспедицию заготовления государственных бумаг переоснастили новейшим американским оборудованием, и при помощи американских же специалистов была освоена металлографическая печать, при которой краска переносится на бумагу с остальной доски под большим давлением. Доски для металлографской печати были заказаны в США у American Banknote Company. Художники Николай Александрович Заурвейд и уже упоминавшийся Александр Александрович Фадеев подготовили эскизы будущих банкнот, которые в начале 1860 года переработал и довел до пригодного к печати состояния академик Алексей Иванович Дютак.
Это была бы замечательная серия банкнот с народными типами жителей разных губерний и видами крупнейших городов империи – Санкт-Петербурга, Москвы, Гельсинфорса и Варшавы. Номинал обозначался на русском, татарском, польском, финском, шведском, грузинском и немецком языках. Идеологически это был бы прекрасный ход, направленный на укрепление многонациональной империи. Но просто не повезло. Эскизы банкнот отправили в США для изготовления печатных форм. Произведенное оборудование погрузили на корабль «Арктик», который так и не добрался до пункта назначения, затонув в октябре 1860 года в Северном море, по счастью, вблизи берега. Однако груз пролежал на морском дне несколько недель, прежде чем его смогли поднять и переправить в Петербург. Часть формы оказалась повреждена морской водой. Своих граверов, способных сделать недостающие доски, на тот момент в России не имелось, и передовая серия банкнот в печать так и не пошла. Уцелевшие формы с народными типами было решено использовать для печати финских марок, а для России к 1866 году будет подготовлена другая серия металлографических билетов с портретами царей вместо простонародья, без городских видов и только на русском языке. До многоязычия придется ждать еще 60 с лишним лет. Фадеев подготовил эскизы для финских банкнот в начале 1861 года. Их утвердили в Санкт-Петербурге 8 мая. На билетах указан 1862, а в действительности отпечатаны они будут только в 1863. Уж очень долго финны подбирали типографию. Дабы постичь секреты, как правильно делать деньги, директор финского монетного двора Август Фредерик Сольден, точнее Солден, собрался в турне по Скандинавии и Германии изучать организацию производства в Стокгольме, Ганновере и Берлине. Монетный двор относился к горному управлению и не подчинялся Финляндскому банку. Но руководство последнего попросило Солдена присмотреть попутно еще и достойный печатный дом. Солден остановил свой выбор на одной из типографий Берлина. Рисунки Фадеева, спущенные сверху из Петербурга, Солдену не понравились, и он обратился в Берлине к известному печатнику профессору Эдуарду Манделю с просьбой внести правки рукой мастера. Только вот мастером был Фадеев, который стал заслуженным придворным геральдическим художником не просто так. Он создал сотни дворянских гербов и официальное государственное изображение российской императорской короны. И поскольку Фадеев вырос в Николаевской России, то обучал его, естественно, немец, барон Бернард Кёне. Так что к большому разочарованию Солдена в Берлине внесли только символические небольшие правочки, ну чтобы отвязались. Возможно, что история происхождения портретов на банкнотах была Солдену неизвестна, поскольку одна из его претензий заключалась в том, что образы плохо сочетаются друг с другом, да и одеты как-то не так. Молодому человеку на 12 марках Солдан хотел заменить трость на лопату. Мол, раз справа крестьянка, то пусть тогда слева будет рабочий, что ли, а не пойми кто. А еще бесили следы русских традиций. На двадцатке цифры помещены в венок из лавровых и дубовых листьев, как это было принято на русских монетах. Плюс на куполе, венчающем щит с двуглавым орлом, надпись «С нами Бог» выполнена по-русски. Но изображения в медальонах и вообще все ключевые элементы так и сохранились в первоначальном виде. Впрочем, выискиванием русскости под лупой мог заниматься только особенно неадекватный индивид. Новые банкноты впервые выглядели национальными. На двадцатке впервые появился финский лев, причем он крупнее имперского орла, а на 40 справа женская фигура, символизирующая Финляндию, с геральдическим атрибутом морской торговли, а вот эта вот лодочка, на которую наложена дата, это эмблема города Хельсинки. На обороте 100 марок помещено вольное переложение литографии Левендаля из серии видов Гельсинфорса 1851 года. Правда, была еще одна деталь, которая понравилась не всем. Финские билеты еще со времен депозитных были не очень большого размера, а банкноты новой серии так и вовсе крошечные. Самая большая купюра в 100 марок соответствовала самой маленькой прежней в 3 рубля. Места оставалось мало, и тексты на 3 языках все вместе не помещались. И вспомогательные языки выносились на оборотную сторону, основной государственный шел на лицевую. Так вот, на этой серии, на лицевой стороне все надписи по-шведски. Именно с этой серии банкнот, аж до середины 80-х, в русском тексте марки во множественном числе не склонялись. 5 марк, 100 марк, ну, видимо, на немецкий манер. Большим неудобством серии 1863 года были номиналы банкнот, привязанные к рублям. Финляндский банк смог вернуться к серебряному стандарту в 1865, но Российскому государственному банку и казначейству так и не удалось обеспечить серебром бумажные рубли. И в 1874 году финны добились наконец разрешения выпустить новые билеты с нормальным шагом величин, соответственно в 5, 10, 50 и 500 марок.
Банкноты прежней серии в 20 и 100 марок оставались в обращении, образуя таким образом полную гамму. Художественное оформление и техническое исполнение было доверено директору монетного двора Солдену, который мог теперь развернуться и сделать все в соответствии со своим чувством прекрасного. Первым делом он разругался с Тилгманом, чья типография печатала еще самые первые банкноты в марках и была предложена финляндским банком. Мол, и сроки не выдерживает, и качество никуда не годится. По воспоминаниям современников, Солден был несносным занудным перфекционистом, и практически не было подрядчика, с которым он не испортил отношений. Пришлось отправиться в Данию, где его еще плохо знали, и договариваться там с гравером Нилаусом Фристропом. В юности военный инженер и химик Август Фредерик Солден, человек, обладавший множеством талантов и с очень богатой биографией, мечтал стать художником. И новые банкноты он нарисовал сам, лично. Фристроп только немного помог ему с некоторыми деталями. И это чувствуется. Солден считал, что дизайн банкнот должен быть простым. И в последней четверти XIX века действительно трудно найти что-то еще более незатейливое, чем его творение. Но при всей простоте они не были лишены идеологического посыла. Правда, его были способны уловить только люди того времени. Сегодня вряд ли кто-то вообще обратит внимание на листочки вокруг циферок, а тем более оценит, что листочки-то не простые, а березовые, родные, вот так-то. Типографию выбирали по-честному, на конкурсной основе. Состязались финский Тилгман, российская экспедиция заготовления государственных бумаг и датская типография Тилли из Копенгагена. Последняя предложила наилучшие условия. Доски для печати изготовили в Германии, бумагу поставляли в Швеции, а печатали в Дании. По указу 20 января 1875 года в обращение попали только 5 и 10 марок. Запустить более крупные номиналы так и не успели. Пока готовились, произошло важное событие. Финляндия перешла на золотой стандарт, опередив в этом Российскую империю почти на 20 лет. Серебро падало в цене, и ведущие мировые державы переходили от серебряного к золотому обеспечению своих валют. Сегодня экономисты склонны считать такой шаг скорее ошибкой, но в то время фиксированный курс валюты и отсутствие инфляции повсеместно воспринималось как абсолютное благо. Банкноты пришлось доработать для указания сумм теперь в марках золотом. Соответствующий указ вышел 20 декабря 1877 года. И в 1878 наконец-таки увидел свет билет в 500 марок, который в прежние времена был просто не нужен, и само его появление стало прямым следствием стремительного экономического роста. На лицевой стороне – божества торговли и мореплавания. На оборотной стороне по центру помещена картина суровой северной природы в обрамлении из листьев кустарника линея северная. По углам раскиданы представители местной фауны, а все поле внутри рамки скандинавского стиля покрывают пчелы, как символ предприимчивости и трудолюбия. Для создания изображений зверюшек был привлечен датский художник-анималист Самюэльсон. Из сохранившейся переписки известно, что Солдену была очень важна достоверность изображения. Особенно его беспокоило, чтобы пчела была правильной, и вместо матки как бы не нарисовали бы трутня, а то стыда не оберешься. Возможно, люди той эпохи были внимательны к мелочам и стояли ближе к природе. Хотя, конечно, большой вопрос, была ли оправдана подобная дотошность. Пейзажи тоже подбирались со смыслом. На 50 марках вид на южный порт Выборга. Это были главные морские ворота страны на тот момент. На 100 марках вид на любимый монетный двор напротив православного храма в Хельсинки. На 500 должен был быть водопад Иматра. Но в итоге оказалась одна из картин финского художника Ялмара Мюстерхjelma. Сольден сам выбирал места для пейзажа на оборотных сторонах купюр. Даже сам лазал с фотоаппаратом в поисках удачных ракурсов. Шерстил каталоги видовых картин, лично делал эскизы и отправлял в Копенгаген на отрисовку в Фристропу. Оттуда в Лейпциг граверам Луису Шульцу и Фолкмару Анеру. На 50 марках пейзаж на обороте должен был быть помещен в рамку из финских серебряных монет. Но пока возились, уже перешли с серебра на золото, и рамку потребовалось менять. И все в таком духе. Так что работа началась в 1875 году, но конечный вариант 100 марок был отправлен для Симфорса только в 1882, а 50 марок аж в 1886. Пока директор монетного двора занимался улучшательством крупных купюр, кое-кто занялся мелкими. Осенью 1881 года княжество наводнили прекрасные по исполнению фальшивые десятки. Если Россию своими подделками терроризировал знаменитый Леон Варнерке, который был из наших, из поляков и славян, то финнам досаждали шведские умельцы. Срочно пришлось менять дизайн.
10 марок 1882 вместо красных стали желтоватыми, появились белые окна для просмотра водяных знаков в виде латинских букв СП Сомен Панке, финляндский банк, а на обороте изменили символы промышленности и сельского хозяйства и поменяли их местами. Новую десятку немедленно стали тоже подделывать, но уже совсем не так искусно, как прежнюю. Одновременно с новыми 10 марками в обращение вводился билет в 20 марок с профилями богини плодородия Цереры и бога промышленности Вулкана. Дизайн этой купюры разработал архитектор и по совместительству писатель Иоганн Якоб Аренберг, который рисовал банкноты для коммерческого объединенного банка Финляндии Сомен Юдисбанке. Право эмиссии денежных знаков было пожаловано только двум финским частным банкам – Объединенному банку Финляндии и Северному акционерному банку торговли и промышленности. Но последний своей привилегией так и не воспользовался, а вот первый выпускал свои билеты до 1892 года. Разрешение было выдано 1 августа 1866, а первые банкноты пошли в обращение в апреле 1867. Банк выпускал билет необычного номинала в 15 марок, поскольку государство хотело ставить 5 и 10 за собой. Из-за конкуренции с национальными банкнотами право выпуска этих 15-марочных купюр было отозвано Сенатом в мае 1880-го. Банкноты печатались в Финляндии, у Тилгмана, из финской же бумаги. Столкнувшись с наплывом подделок, банк решил обновить дизайн и разработал, так уж получилось, пожалуй, самый финский из финских банкнот, забив баки Солдану. На 25 марках образца 1882 года изображен финский лесной бог Тапио в капюшоне звериной шкуры. На обороте известная картина Бернта Линхольма «Вид на пороге Валенкоски». На 100 марках сюжет из Калевалы, дочь Севера, предыдущая золотую нить звезд. Надписи на финском идут перед шведскими, чего на государственных не будет еще четверть века. Водяных знаков нет, ибо считалось, что печать настолько высокого класса, что подделки можно не опасаться. Любопытно, что размеры банкнот определены не руководством банка, а решением Сената. Национальный колорит банковских билетов стал проявлением духа времени. Национализм торжествовал повсюду. В России наступила эпоха Александра III с его увлечением допетровской культуры XVI-XVII веков. На русских банкнотах пошли теремные резные столбики и славянская вязь. А билеты финляндского банка украсили рамочки с древними скандинавско-финскими орнаментами, которые были скопированы с археологических находок. Начиная с 1887 года банкноты печатали из финской бумаги и на родине, типографии Тилгмана. Правда, поначалу брак составлял 30%, но к 1889 его удалось снизить до 3%. С эскизами помогал немецкий профессор Фридрих Вандерер из Нюрнберга. Новые 5 и 10 марок стали наивысшим достижением готического скандинавско-германского стиля. Это самое эстетичное изображение финского герба, непревзойденное по сей день. Художники вдохновлялись надгробием шведского короля Густава Вазы из собора в Упсале. На официальном гербе княжества, утвержденном при его основании в 1809 году русским царем Александром I, шведский лев наступал лапами на русскую саблю, символизируя этим победы Швеции над Россией во времена столь любимой Александром III. Клинок был длинным и слабо искривленным, а иногда даже и с эфесом, как у драгунской сабли. В каноническом же упсальском варианте был изображен сарацинский ятаган, к тому же помещенный ниже лап льва. На банкнотах получился гибрид, ибо упсальский лев непременно должен был пройтись ногами по чужому оружию. Двуглавый орел в сравнении со шведским львом на обороте намеренно сделан микроскопическим. Лев занял столько места, что не хватило свободного пространства для надписи о наказании за подделку. Ее нет и на 20 марках, которые поступили в обращение позже, поскольку первый вариант дизайна, заказанный Тилгману одного архитектурного бюро в Дрездене в таком же старогерманском стиле, оказался перегружен деталями и был отвергнут. Заказ передали в Копенгаген старине Фриструпу, который выполнил эскизы в прежнем сверхлаконичном стиле банкнот Солдена. Доски для печати были изготовлены в Дрездене. Герб княжества представлен в том же варианте, но осторожный датчанин все же сделал российского двуглавого орла заметно больше финского льва. Других банкнот в германском стиле не появилось, ибо билетов 50 марок в Копенгагене наделали на 10 лет вперед, с большим запасом. А новые 100 марок разработать не удалось по техническим причинам. И в 1895-м просто перевыпустили старый тип образца 1879 года. Только теперь билеты печатали в Хельсинки.
500 марок переиздавали дважды в 1890 и 1895. Банкноты датского производства желтые, тогда как финские коричневатые. В 1894 году разрабатывался проект 500 марок с портретом почившего императора Александра III, но дальше эскиза дело не продвинулось. Финские сотни отличаются от произведенных в Копенгагене более насыщенным красным цветом, более крупным шрифтом серийного номера и отсутствием водяных знаков. Несмотря на то, что после 1883 года количество подделок практически сошло на нет, проблеме защиты банкнот уделяли большое внимание. Применить однопрогонную многокрасочную печать, изобретенную в 1890 году в России мастером из крестьян Иваном Ивановичем Орловым и дававшую в то время практически стопроцентную гарантию от подделки, финны не пожелали. И в конце 1895 по следам коммерческого объединенного банка Финляндии обратились в британскую Брэдбери Уилкинсон, у которой были исключительные права на так называемый венский метод, запатентованный австрийцем Мюзелом фон Боленбрухом. Он заключался в сочетании металлографии со специальными чернилами и цветными волосками, добавляемыми в бумажную массу. В последние годы правления Александра III, не любившего излишества и предпочитавшего банкноты без картинок, в России вышли билеты с изображением женской фигуры, олицетворяющей родину. На шведских купюрах уже тоже красовалась свея, и финны решились последовать примеру соседей и тоже заказать билеты с фигурами, которые Брэдбери Уилкинсон, слово, умел делать очень неплохо. Источником образов послужили две главные скульптурные композиции в Хельсинки. Темой билетов 5 и 500 марок стала родина с пьедестала памятнику Александру II на Сенатской площади. Оттуда же были взяты мир для 10 марок, свет для 20 и труд для 100. На 50 марках изображалась Финляндия с пьедестала памятнику национальному поэту Юхану Людвигу Рунебергу. Виньетки изготавливались в Англии по фотографиям. Точность воспроизведения по просьбе банка должен был удостоверить сам автор статуй, скульптор Вальтер Рунеберг. Выбор элементов памятника Александру II был продиктован не только эстетическими соображениями. Это был политический жест. Напоминанием о либеральном царе Александре Освободителе, никогда не нарушавшем финских вольностей и свобод, косвенно критиковался курс на русификацию, взятый при новом монархе. Изображение льва на гербе по настоянию художественного консультанта банка архитектора Карла Густава Нюстрема, между прочим, академика Санкт-Петербургской художественной академии, было приведено к классическому виду, как на гробнице в Упсале. 5 марок утвердили 26 октября 1897 года, тогда как остальные билеты были согласованы 8 марта 1898. Поэтому пятерка есть в двух вариантах. У раннего типа оборот более темного цвета и герб в прежнем варианте в обрамлении еловых веток, а у позднего герб уже нового типа в венке из сосновых. Редкий случай, но качество банкнот Брэдбери Уилкинсон оказалось хуже некуда. Размеры, цвета отличались от эталонных, и к австрийской бумаге было очень много претензий, но самое главное, краска не выдерживала влаги, причем смывалась даже дождевой водой. Поэтому банкноты этой серии крайне тяжело найти в хорошем состоянии. Такой прокол уважаемой компании давал прекрасную возможность вернуть Финляндию к единому денежному обращению с Российской империей. Рубль после реформ Витте укрепился и был обеспечен золотом, став одной из самых надежных валют мира. Переход на него был бы вполне приемлемым при условии проявления такта и уважения. Тут бы и предложить банкноты с текстами на разных языках, с правильно подобранными образами, так чтобы они были восприняты практически как федеральные. Но этого, как известно, не произошло. Генерал-губернатором Великого княжества, как раз в том самом 1898 был назначен Николай Иванович Бобриков, который, к сожалению, действовал крайне прямолинейно и грубо. Правительство замахнулось на главные привилегии, дарованные еще Александром I – не платить налогов и не служить. В 1903 году Николай II распорядился перевести печать финских банкнот в Санкт-Петербург. Но этот указ был отменен в конце 1906 года, когда резко изменилась ситуация в стране. В феврале 1904 началась русско-японская война. 3 июня того же года прямо в здании Сената был застрелен Бобриков, а в январе 1905 в России вспыхнула первая революция. После проигранной войны, восстания на флоте и с трудом подавленной революции, царское правительство было уже не в том положении, чтобы выступать с позиции силы. В мае 1907 года печатный дом Тилгмана приступил к разработке новой серии банкнот. Не впервые предусматривался билет в 1000 марок. А еще впервые было решено разработать эскизы по результатам конкурса среди финских художников. Больше никаких иностранцев. Только свои
и лучшие среди лучших. В жюри вошли маститые архитекторы Густав Нюстрём и Армас Линдгрен, известный нумизмат Мориц Халберг, профессор истории Палмен и главный бухгалтер банка Артур Броберг. Свои работы на конкурс представили 38 художников-любителей, а еще 2 профессионалов с именем пригласил участвовать сам банк. Несмотря на такое количество конкурсантов, выбирать-то оказалось не из чего, ибо любительские опусы и слова доброго не стоили, а из приглашенных именитых мэтров в указанные сроки представил эскизы только один – архитектор Готлиб Элель Сааринен. Да и то жюри осталось недовольно его первым вариантом, ибо требовало что-то более национальное, чем 2 стилизованные мужские фигуры в руках с кадуцеем, то есть жезлом бога торговли Меркурия. Но в конечном итоге именно они попали на 1000 марок. На 500 изображены похожие мужики, но только с молотом и щипцами. Они сильно смахивают на статую железнодорожного вокзала в Хельсинки, который Сааринен сконструировал в 1904 году. Но делать нечего. Сааринена официально наняли для создания всех билетов серии. Их вводили в обращение указами Сената в течение всего 1909 года. Банкноты не имели водяных знаков, за исключением 5 выпуска 1915 года. В диковатом модерновом дизайне, безусловно, есть свое очарование, которое для современников, возможно, даже было более понятным. Можно только гадать, какие могли бы стать билеты, если бы к конкурсу с большим вниманием отнесся второй приглашенный профессиональный художник Аксель Гален Калела. Но еще один участник конкурса 1907-го, художник Вайнё Блюмстед, которого тогда жюри почему-то не приняло всерьез, дождался-таки своего часа. Начавшаяся Первая мировая война сопровождалась традиционным явлением. Из обращения исчезла серебряная монета и потребовались бумажные заменители. В 1915 году вышел первый тип бумажной марки. Только самая первая партия была выпущена на бумаге с водяным знаком. Остальные его не имели, и несмотря на маленькое достоинство билета, его стали массово подделывать. В 1916 вышли 3 билета работы Блумстеда. Новая марка и 25 и 50 пенни, все без водяных знаков. Пенни 1916 года так и остались в архивах банка. И бумажную мелочь печатали уже в 18 году, уже в совсем другой стране и при других обстоятельствах. После февральской революции 1917 года дела в России пошли в разнос, в сентябре была провозглашена Российская Республика, и монархическая уния, связывавшая княжество с империей, перестала существовать. В декабре Финляндия провозгласила свою независимость, и на этом история Великого княжества Финляндского завершилась. Но его банкноты продолжили жить. Начало независимого существования было омрачено гражданской войной между красными и белыми, как и в соседней России. И точно так же монетный двор, расположенный в столице, оказался в руках красных финнов, которые безудержно печатали банкноты старого образца, как и большевики. Белофинны были вынуждены создавать свои бумажки, и вот тут-то и пригодился художественный талант матерого белогвардейца-адъютанта Маннергейма, того самого Акселя Гален Калела, в свое время не удостоившего должным вниманием общенациональный конкурс 1907-го. В бывшей метрополии победу в конечном итоге держали, как известно, красные, а вот в бывшем княжестве с помощью немецких войск верх взяли белые. Поэтому, несмотря на взаимное признание, 2 народившиеся республики, российская социалистическая и финская буржуазная, друг с другом не очень ладили. Но для выяснения отношений требовалось привести сначала в порядок финансы. Напечатанные красными бумаги великокняжеского образца финские власти объявили незаконными, за исключением билета в 1 марку. Но и сами при этом первое время продолжали печатать старорежимные билеты с двуглавым орлом. Только для отличия добавили литеру «А». В июле для билетов 5, 100 и 500 марок была выпущена переходная 2-я серия с прежним годом, но в других оттенках. Новые билеты серии 1918 года донашивали старый дизайн, только без надписи на русском, без имперского герба и в несколько иных цветах. Весной 1919 года финляндский банк официально выдал Элелю Сааринену заказ на новые банкноты, работа над которыми тот закончил уже в 1920. За период с 1914 по 1920 марка потеряла 0,9 своей стоимости. Можно заподозрить, что именно в этой связи на банкнотах мелких номиналов Сааринен поместил дерево. На 5 деревянных марках изображена ель, а на 10 – сосна. А вот на купюрах от 50 марок и выше к держателю обращены ягодицы совершенно нагих людей, за что среди наших коллекционеров за данным типом закрепилось прозвище «голозадые». Серия была утверждена правительством 2 ноября 1922 года
Издав работу заказчику, Сааринен в 1923 эмигрировал в США, где высоко оценили его талант архитектора. Так что в 1925 билет в 20 марок втиснули в эту линейку банкнот уже без его участия, не сообразив подыскать третье хвойное дерево и тем нарушив концепцию. В действительности, в голозадой серии, конечно же, не было никакого сарказма. Процессии голых граждан были творческой переработкой фрески «Шествия благословенных» Магнуса Энкеля и фриза работы Хуга Симберга «Несущая гирлянда» из кафедрального собора в Тампере. Но, как говорится, как вы яхту назовете, так она и поплывет. Все время, пока голозады находились в обращении, происходили весьма драматичные события. Короткий период благополучия конца 20-х, когда даже попробовали вернуть золотую марку, оборвался уже в 1928 с начала мирового экономического кризиса. А далее разорительная подготовка к войне, проигранная война, вторая проигранная война, окончательная потеря Выборга и, разумеется, предвоенная инфляция, военная инфляция и послевоенная инфляция. Новые миссии голозадах обозначались литерами латинского алфавита и отличались друг от друга оттенками или даже цветами. Еще в мае 1937 правительство осознало потребность в 5000-ной купюре. Эскизы утвердили 11 октября 1939, но в условиях лихорадочной подготовки к войне деньги нужны были срочно, и 5000-ной наделали из уже отпечатанного, но еще не запущенного обращения пятого тиража пятисоток. Вместо положенной 500-кам литеры «Д» на них проставили литеру «А». Из 48 тысяч купюр уцелело только 170. Полноценные 5000 марок были отпечатаны только в мае 1940 и попали в обращение 6 июня. На обороте ожидался живописный вид на сопку Колли, но его заменили на изображение герба. На лицевой стороне впервые помещен портрет реального исторического деятеля. Это Иоганн Вильгельм Шнельман, министр финансов, который в 1865 добился запрета на обращение в Финляндии русских кредитных билетов. Новый билет не заменил, а всего лишь дополнил голозадах, которые задержались аж до 3 марта 1955 года, когда их наконец сменила новая серия банкнот. К этому времени между Финляндией и возникшим на месте Российской империи Союзом Советских Социалистических Республик уже довольно прочно установились добрососедские отношения. Через год, 1 марта 1956 лояльного Паси Киви в президентском кресле сменил еще более лояльный Кекканен, и 16 июля Карело-Финская Советская Социалистическая Республика, созданная в марте 1940-го после победы Советского Союза в Первой войне, ну так, про запас, на всякий случай, была преобразована Верховным Советом в автономную Карельскую Республику в составе РСФСР, что раз и навсегда закрыло вопрос даже гипотетической возможности возвращения бывшего княжества в состав бывшей империи.